что, привет, ребятушки! Сегодня в этом видео мы будем озвучивать небольшой отрывок из фильма Мартина Скорсезе «Ирландец». Я расскажу о своих подходах, некоторых решениях и, возможно, вы подчеркнете для себя что-нибудь новенькое. Ну что, лайк, подписка авансом и погнали! Hey. I didn't know which way you were coming from. I didn't know which way you were coming from. Ну что, давайте посмотрим, что у нас творится внутри. Как вы можете видеть, проект разбит на 3 сцены, и несмотря на то, что некоторые из них длятся всего лишь меньше даже 4 секунд, они довольно насыщены на события. Итак, первая сцена, где наш главный герой сидит в баре и выпивает бокал, возможно, виски. Я бы тоже не отказался, но... Большинство фактуры я записывался от дома на кухне, просто потому что захотелось, интересно было попробовать. Но в чем кроется магия, в чем кроется все волшебство, на мой взгляд? В таких минималистичных сценах, казалось бы, у нас здесь, раз, два, три звука и обчелся. Но на самом деле, чтобы картина работала, нужно попотеть. Попотеть над нюансами, над всеми тоненькими моментами, скрежеточками, шершочками и так далее. Поэтому, давайте смотреть. Довольно слов. Итак, у нас... Ambience сделан максимально просто. Здесь абсолютно какой-то просто фоновый шум. Дальше я добавил какой-то музычки, которая, на мой взгляд, подошла бы. Все довольно жестко здесь порезал по частотам, добавил немножко реверберации и поехали дальше. Ну и также добавим живости. Это мы немножечко по панораме разнесли влево, тоже порезали по частотам и добавили немного окружения. Окей, на этом все. Гоним дальше. Кстати, общая обработка буквально... совсем мизер, чуть-чуть эквалайзер, не знаю, зачем-то я это сделал, мне так захотелось. Дальше вот как раз-таки прорабатываем все нюансы. У нас есть ультра, мне кажется, важное событие, а есть второстепенное. К ультраважным событиям я отношу это то, что нам наливают в бокал, то, что наш главный герой его двигает, и то, что он совершает какое-то движение, то есть кладет руку на барную стойку. Давайте смотрим и разбираем. Подвинули, положили руку, все, смена картины. Смена кадра. Окей. Смотрим. Значит, у нас есть бокал. Здесь я его разбил на две составляющие. Это высокочастотная и низкочастотная. Как раз таки добиться вот того эффекта, когда у нас наливается в бокал, у нас идет вниз, а потом он поднимается бутылка, и у нас струйка становится тоньше, то есть она уменьшается. То есть, слушаем. Хорошо. И вместе. Супер. Ну и немножечко разведем по панораме, потому что у нас бокал справа, но не утрируем, потому что если он будет прям вообще справа, будет не очень. Окей, двигаемся дальше. Дальше наше движение. Движение у нас есть, смотрим, кого? Движение у нас есть бармена, а также у нас есть движение главного героя. И вот здесь как раз-таки нужно еще смотреть внимательно и стараться сломать четвертую стену. То есть помимо того, что мы добавили музыки, добавили окружение, то есть мы создали такое небольшое пространство, в котором наш главный герой находится. Также у нас есть бармен, с которым он взаимодействовал, и после того, как он налил ему в бокал, он не испаряется в воздухе, нужно продолжить его действие, то есть он хотя бы должен отойти. Я еще, кстати, думал добавить туда движение каких-то бутылок, того, что он там куда-то что-то ставит, но они начали уже мешать и отвлекать, поэтому я отказался от этой идеи, и у нас бармен... аккуратно просто отходит в сторонку. Ну и также у нас остались движения нашего главного героя. Легкий удар по барной стойке, движение бокала, но все это нужно прорабатывать. Режем по частотным, сделаем в моно, добавляем автоматизации здесь по движению по балансу, чтобы наш бокал справа чуть-чуть смещался к центру, буквально немножечко. Также движение автоматизации по громкости, чтобы добавить динамики, что он же не резко громкий звук появляется, а с нарастанием. И вот как раз таки вот проработка этих нюансов, она добавляет картине живости. Окей, двигаемся дальше. Вишенка на торте. Вишенка на торте, на мой взгляд, это наша кожа, потому что у нее кожаная куртка, и она не может не скрипеть. Поэтому
Я взял свою курточку, поскрежетал ей, выбрал самые приятные фактурки и добавил сюда. Окей, двигаемся дальше. Следующая сцена у нас происходит на улице. Здесь все довольно просто, но тем не менее. Эмбиенс я нашел довольно неплохой, со звучащими автомобилями. В принципе, его достаточно. Немножко его тоже зафильтровали, чтобы он сильно не поменял по низам. Дальше работаем по накатанной схеме и прорабатываем детальки. Совсем на тоненького добавляем шаги нашего первого персонажа, что он чуть-чуть там переминается. А вот шаги нашего главного героя должны нагнетать, потому что он несет прям с собой судьбу. Тяжелые шаги тоже позиционируются, автоматизируются у нас, простите, по эквалайзеру. Немножко все это закомпрессировано, потому что шаги я тоже записывал. Было интересно попробовать проработать именно движение и позиционирование самого рекордера по отношению к шагам. И плюс у меня улица, которая находится рядом с дорогой. Было вдвойне интересно, так как рекордер захватывал еще движение автомобилей, которые были на заднем плане. Немножечко также я здесь оставил переступывания вот эти нашего первого героя. Но они в общей картине практически не слышны, но тем не менее. Ну и основное действие — это наш выстрел. Он здесь разбит на несколько слоев. Первый слой — это, собственно, сам выстрел с атакой. Короткий, хлесткий, подмешал сюда кик, чтобы он прям вообще выносил. Ну и, конечно, наш рефлекшн. Здесь я все-таки поступил таким образом. Само отражение я его оставил в моно. Оставил же? Наверняка оставил, потому что это общая группа, и она в моно. Но что мы сделали? Хлесткий такой отражение, но потом его же хвост я еще сместил немножечко, так сказать, чтобы они друг на друга наслаивались, и оставил их уже здесь потише, но уже в стерео. И, в общем-то, это звучит довольно неплохо. Ну и художественный прием, который невозможно оставить без внимания, это кровь, которая разлетается у нашей жертвы просто во все стороны. Здесь утрировать не нужно, но моментик этот вставить необходимо. И также для развития самой ситуации в конце я добавил движение на заднем фоне где-то автомобиля, чтобы показать, что все-таки жизнь в этом городе продолжается. Кстати, интересный факт. Падение, шаги, собственно, и падение я записывал сам. И вот наш герой падает. Это просто мешок с опилками. Фильтранули, и получилось довольно интересно. Ну что, и плавно продвигаемся к третьей заключительной сцене. Сцена, где наш герой едет утилизировать оружие убийства. Первый план. Первый план. Машина подъезжает к мосту. Здесь есть немножко атмосферы, и самое важное — это, собственно, движение нашего двигателя. Так как это, насколько я могу видеть, очень похоже на какой-то Ford Mercury, типа 50-х, 60-х годов. То есть это мощный большой двигатель, скорее всего, на V8. То есть мы ему добавляем тяжелого рычания, и также мы ему добавляем автоматизацию по громкости по мере приближения. Дальше мы ему добавляем автоматизацию по балансу, потому что он, грубо говоря, добавляет это тоже жизнь и движение, когда мы чуть-чуть буквально справа на тоненького смещаемся к центру. И раскрываем его по низкочастотной составляющей, то есть когда он приближается, он становится тяжелее, объемнее. Ну и также работаем с балансами, с автоматизацией и с частотной составляющей в следующих планах. Здесь очень важный момент. У нас двигатель, собственно, разведен по панораме, тоже отфильтрован. Далее важный момент, который нужно учесть, это шаги. Внимательно нужно смотреть то, что наш герой сначала делает шаг на металлический мост, а затем как бы запрыгивает на плитку. И дальше его шаги становятся спокойными. И вот каждый из этих шагов, каждый из этих движений нужно стараться прорабатывать, чтобы не сломать картину. Окей. Ну и завершающее действие, где он
бросает пистолет, то есть легкий звук швырка. Также у нас на фоне заново подвергается фильтрации двигатель, то есть здесь он звучал так, и потом здесь в следующем плане он меняется, потому что мы уже внизу мы слышим больше низкочастотной составляющей. Ну и завершающий план — это падение пистолета в воду. Здесь я добавил 2 всплеска, немножко их обработал, и как раз таки учел тот момент, то, что у нас есть момент первого приземления, и потом вот он, второй всплеск. Вот. Ну, то есть немножечко его подчеркнул, чтобы опять-таки добавить живости картины. Ну и последний завершающий у нас кадр, когда пистолет погружается на дно. Все это озвучено одним файлом, одним звуком, тоже из какой-то библиотеки Soundly, но здесь важно тоже добавить движение, энергии какой-то кадру. То есть мы хотя бы по частотной составляющей в момент погружения пистолета его раскрываем. Окей. Ну и последний звук — это приземление непосредственно пистолета на дно. В принципе, можно было обойтись и без него, но пусть будет. Немножко поменяли ему частотную составляющую, потому что он был какой-то довольно-таки высокий. Да, прям неприятный. Несмотря на то, что он уже опущен на 17 полтонов, мы ему поменяли немножко частотную составляющую и прибрали верха. И он таким глухим звуком аккуратненько. Ну что, на сегодня у меня все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы почерпнули для себя что-нибудь новенькое. Ставьте лайки или дизлайки, пишите, что бы вы сделали по-другому. Увидимся в новых видео. Пока.